привет, меня зовут Лида, это второе видео, я очень рада вас видеть, надеюсь, это видео будет еще интереснее и лучше, чем другое, ну покажи одно еще. Вот, в этом видео я продолжу тему учебы, но уже расскажу о своем опыте. Плюс хочу сказать то, что с прошлого видео прошло довольно много времени, я снимала и долго его редактировала, поэтому я уже не учусь на курсах, я их закончила, я не продолжала учить 5 и 6 уровень, но я скажу, что я сейчас полна его учу на других занятиях в своем университете. Здесь я просто расскажу, какие есть занятия и как же, по ощущениям учиться вот лично мне в университете. Это вообще довольно интересный вопрос. Часто спрашивают, а сложно ли учиться в университете в Корее? Я думаю, у вас тоже такой вопрос возникал, и ответ довольно-таки сложно дать, потому что в зависимости от того, что для вас сложно. Потому что если вы учились в школе, и у вас там был огромный объем домашней работы, вы страдали, я вам скажу, в Корее учиться сложно, сложнее, чем в наших странах, то не факт, в зависимости от того, как вы учились раньше. Здесь я хочу немножечко рассказать о предметах, которые я выбрала, в нашей системе. На этом все. Звучит мало, но информации на самом деле много. Плюс я хочу сделать это видео более личностным. Если в прошлом я давала информацию конкретно, прям по списку, как где работает, что, как поступить, здесь я просто хочу поделиться своим опытом и рассказать немножечко больше о себе. То есть это видео будет больше таким личностным, потому что я считаю, что на YouTube лучше, наверное, открываться личностно, а в Instagram я уже могу расписать и показать по фото. Здесь, конечно, тоже будет фото, поэтому, пожалуйста, оставайтесь со мной, смотрите дальше. Буду рада комментариям, буду рада любым лайкам, буду рада вообще любому отклику вашему. Пишите, рассказывайте, и если вам что-то интересно, спрашивайте, я отвечу. Итак, поехали. Я начала свою учебу с сентября, хоть обычный учебный год начинается весной, начинается он в марте. В моем университете есть два приема для новичков, скажем так, те, кто поступает, их еще обычно называют freshman на английском, вот. И набор проводится 2 раза в год. Это осенью начинается учеба 1 сентября, и весной учеба начинается 1 марта, если не ошибаюсь, но иногда может там разниться сильно. Вот, я поступила в сентябре, и учеба началась с 1 сентября. Мы сейчас занимаемся онлайн, так как в Корее сейчас действует, на тот момент моего начала учебы действовал 2-й уровень социального дистанцирования, а потом его уже в процессе подняли до 2,5, и наша учеба онлайн будет длиться аж до октября. У этого есть, конечно же, свои плюсы, например, мы можем переслушать какие-то лекции несколько раз, плюс там довольно-таки удобная система, через которую можно задавать домашние задания. Минус, конечно, в том, что в некоторых занятиях даже студенты сидят с выключенными камерами. Честно, мне это сначала не очень понравилось, потому что есть ощущение, что учитель вообще говорит в пустоту, и я, представляя себе на место учителя, бы чувствовала себя невероятно неловко, поэтому я включила камеру. Но на некоторых занятиях ее требует включать, поэтому я хотя бы так могу узнать, с кем я учусь. Также я хочу немножечко рассказать о предметах, которые я взяла. Предметы мы берем сами, у нас нет расписания, мы их выбираем. Причем есть 2 периода. Первый период — это когда вы выбираете сами начально такой, вроде плана, график занятий. Потом вы ждете, и приходит следующий период, когда вы можете либо эту лекцию отменить, либо эту другую лекцию взять. На самом деле, я как знала раньше, до того, как это попробовала, то есть небольшой период, когда вы можете прослушать лекцию и выбросить ее, если она сложная. Но нет, у нас так не было, потому что период смены и отмены лекций начался со 2 по 7 сентября. То есть я смогла прослушать только совсем несколько лекций. Плюс это хорошая такая вещь, потому что был один предмет, который у нас назывался «Корея и мир», что звучит довольно-таки несложно, учитывая, конечно, что у нас еще в школе был предмет «Человек и мир», и я всегда немножечко с этого смеялась. Вот. Но предмет оказался сложным, но это не беда. Я его отменила и взяла другой предмет.
Первый предмет мой — это корейское написание для интернациональных студентов. Что мы там делаем? Пишем сочинения и проходим различные штуки для написания этих сочинений. Этот предмет на 5-6 уровень топика, у меня его нету, но ничего страшного, он пока довольно несложный. Интересный факт: в этом классе есть сами корейцы. Довольно-таки хорошо, что у нас система отметки здесь такая, когда ставится по твоим знаниям, потому что иногда бывает, что отметка ставится относительная. Думаю, вы об этом слышали, но, допустим, если весь класс сдал выше 90%, просто считается хорошо, но можно получить плохую отметку за это, вот, потому что будет высчитываться по процентному соотношению, и те, кто получил выше, получит хорошую отметку, а те, кто ниже, конечно, плохую. Например, будет человек, который получил 98 баллов, и большинство получило 96, вы получили 95, например, и можно все равно получить F. Отметки, кстати, как вы могли уже понять, идут А, Б, С, Д, Ф, как американская, думаю, система, либо английская. Вот, то есть не циферки, а буковки. Вот, по этому предмету у нас есть 2 учебничка, но пока мы ими ни разу не пользовались, потому что писали все самостоятельно. Второй предмет, который тоже я взяла, это японский язык. Я знаю, не такая рисковая, конечно, потому что взяла себе 5-й иностранный язык. Ну как, нет, не 5-й иностранный, точнее, это 5-й язык для меня. Русский и белорусский — это мои родные языки. Я немного знаю английский и корейский, это 2 других иностранных. И вот теперь я еще учу японский, это для меня как бы еще один иностранный язык. Путается чуть-чуть, но мне очень интересно. Плюс я когда-то уже учила японский, поэтому остается вспоминать и, да, учить японский через корейский. Объем большой, приходится учить быстро. Одну азбуку нужно было выучить за 2 дня. Не очень представляю конкретно, как можно выучить одну азбуку за 2 дня, я-то повторяла. Но все равно очень интересно, плюс преподаватель у нас очень хороший. Следующий предмет — это предмет, который я не выбирала. Он у меня проходит 3 часа, это одна лекция с перерывом в 5 минут. Эта лекция — это познание корейской культуры, языка на опыте. Звучит, я думаю, довольно-таки интересно, согласитесь. Там рассказывают про Сеул, про город. Что мне в этом предмете нравится, это то, что он самый простой по языку, потому что там есть довольно-таки много иностранцев, ну, фактически там все иностранцы, и учитель очень старается свою речь сделать проще. Так как на других всех предметах есть корейские студенты, там уже никто не сидит. Я считаю, это довольно хорошо, все-таки погружение в языковую практику, ведь так. Следующий предмет — это, как бы сказать, компьютерные навыки. На компьютерных навыках мы проходим предмет, не предмет, а программу, которая называется, на русском я не уверена, потому на английском называется Python, что довольно-таки сложно понимать. Надо учить все термины абсолютно, потому что в конце задания в конце занятия мы выполняем задание и отсылаем его ментору. Ментор — это помощник преподавателя, который отмечает посещаемость, что очень важно, и человек, который проверяет ваши задания во время урока. Про посещаемость. Посещаемость самая важная. Но, как я знаю, это не только в Корее, так везде, поэтому прогуливать не надо. 3 прогула — это уже отчисление, а 3 опоздания — это 1 прогул. У нас такая система, думаю, в зависимости от университета может различаться. Я стараюсь, чтобы все было четко, красиво со светом и хорошо со звуком. И еще красивенько с одеждой. Также у меня есть предмет, который я взяла после того, как отменила предмет Корея и мир. Это психология. Ее я прохожу на английском языке. Пока у нас прошло совсем немножко, не могу о нем рассказывать, но все понятно и хорошо. Вот, как вы поняли, у меня всего 6 предметов. Обычно лекция длится около часа 15, но иногда отпускают пораньше. И теперь я просто немножечко добавлю информации немного об учебе. Обычно в классе количество человек не ограничено, но сильно разнится. Конечно, есть какая-то определенная квота, но на каждом предмете по-разному. Может быть как 50 учеников, как и 10.
собственно, в зависимости уже от того, как установил учитель. Отметка выставляется в сумме процентов. Допустим, вы получаете 30% за сдачу межсеместрового экзамена, 30% сдачу финального экзамена, потом, допустим, 30% за доклад и 10% за посещаемость. Примерно вот так складывается отметка. За успешную сдачу предмета нам дают кредиты. Обычно за предметы, которые считаются более, как бы выразиться, по специальности, даже если не обязательно по вашей, либо относятся к общему обучению, дают 3 кредита. А более такие простые по 1. Единственное, что я хочу добавить, что на первом семестре для интернациональных студентов, коим я являюсь, были довольно большие ограничения, и был примерный список предметов, из которых мы могли выбирать. И такая важная вещь, что на первом курсе мы не можем слушать предметы по специальности. Честно говоря, я не особо знаю, почему так, но это не только интернациональные студенты, это прямо все студенты. Надеюсь, что вот эта информация была полезна и интересна. Сегодня я сменила немножко фон, пожалуйста, скажите, какой лучше. Я понимаю, что здесь больше предметов, и вообще и кондиционер, и окно, и кровать, но здесь более-менее видно комнату, и я думаю, что это может с одной стороны даже хорошо, потому что вы можете понять, не знаю, с одной стороны, как живут студенты. Я думаю, они живут в немножечко похожих квартирах, как и я, поэтому, может быть, даже это к лучшему. Пожалуйста, напишите. В прошлом видео я так и не попрощалась, поэтому в этом. Во-первых, большое спасибо за просмотр. Во-вторых, конечно же, заходите в мой инстаграм, пишите, подписывайтесь, буду очень-очень рада. Также я буду рада любому отзыву к этому видео, будучи это лайк или подписка, или комментарий. Буду очень-очень рада. Пишите, что улучшить, что понравилось, что не понравилось, что интересно узнать, о чем рассказать подробнее, о чем не надо рассказывать. Думаю, мы еще увидимся. Пока-пока, всего хорошего. Хорошего дня или хорошего вечера или хорошего утра. Еще увидимся. Пока-пока.